Итак, я приветствую вас всех еще раз на канале Киномейкинг. Вы сейчас находитесь и смотрите тестовый стрим. Стрим, который я произвожу с помощью видеомикшера от компании Avomatrix HVC 0402U. Собственно говоря, данный микшер подключен к компьютеру, и, как вы можете видеть, по OBS я делаю стрим, осуществляю на канал YouTube. Для тех, кто попал на этот тестовый стрим из поисковых систем, я сообщаю и рекомендую посмотреть в описании под данным тестом ссылочку на обзор на данный видеомикшер и посмотреть, ознакомиться, что это вообще за устройство, что оно себя представляет и что в нем такого интересного. Ну а мы, собственно говоря, давайте продолжим. Давайте вам расскажу о том, что, собственно говоря, я использую для данного тестового стрима, какое оборудование у меня задействовано. Как вы сами можете видеть, у меня сейчас, я уже вам продемонстрировал, как минимум 2 камеры, которые я задействовал. Я задействовал все 4 HDMI входа. Собственно говоря, вот первая камера, это Panasonic GH5, которая работает на меня. И вы можете видеть, что она не просто работает, а работает с кейингом. Я прокеил хромакей, который находится у меня за спиной. Собственно говоря, вот он. Вторая камера, это вот я сейчас поворачивал GoPro. Она показывает вид на мое рабочее пространство, демонстрируя, что я все-таки использую для данного тестового стрима. Третья камера, это камера, которую я выставил вообще на балкон. Она у меня показывает дорогу с активным транспортом, с активным транспортным движением. И я, собственно говоря, специально подключил вот такой еще вид, для того, чтобы вы могли оценить, как работает данное устройство вот, с активно движущимися внутри кадра элементами. Давайте вернемся, и я вам покажу, что у меня подключено к 4-му HDMI входу. К 4-му HDMI входу у меня подключен ноутбук, который как раз таки задействован для демонстрации анимированного фона, и чтобы этот анимированный фон был подложен под мой прокеянный профиль, если можно так выразиться. Таким сложным языком, но я попытался описать данное техническое решение. Собственно говоря, вот я продемонстрировал вам и рассказал о всех 4 источниках, которые я подключил. Как вы сами можете видеть, прокейн у меня фон не очень хорошо. Связано это с тем... Так, нет, не сюда. Связано это с тем, что фон у меня не очень хорошо подготовлен к данным съемкам тестовым. Он довольно помятый, и я его практически вообще не освещал. Соответственно, вот есть погрешности, которые вы можете видеть там вот в районе плеча, здесь вот можно видеть, здесь. Плюс вы можете заметить, уже, наверное, даже заметили, что у меня идет обрезка. Я специально ее сделал, я наложил маску на хромакей, чтобы у вас при демонстрации обрезалось много вот этого вот мусора, плохо прокеянного из-за не очень хорошо выглаженного, вообще не выглаженного хромакея. Что еще? Давайте по звуку. Звук я подключил с помощью микрофонной системы Saramonic. Звук у меня подключен, соответственно, в отдельный микрофонный вход, не через камеру, а в микрофонный вход. Соответственно, я устанавливал задержку для данной микрофонной системы. Задержка составила
Давайте я попробую наклонить и продемонстрировать вам. Не знаю, насколько хорошо это будет видно. Нет. Аудио настройки. Микрофон. Собственно говоря, вот я выставил 115 миллисекунд для данного микрофонного входа. Это у нас первый микрофонный вход подключен. Я сразу прошу прощения за то, что, возможно, будет много посторонних шумов, потому что, естественно, у меня открыт балкон, на котором стоит одна из камер, и оттуда доносятся звуки с дороги. Возможно, их не будет слышно, возможно, микрофон их уловит. Поэтому сразу прошу за это прощения. Что еще? Ну и как вы сами можете видеть, у меня задействовано два монитора. В данном случае я вывел изображение на мультиэкран, используя HDMI выход Multiview. Есть у меня еще экран, подключенный непосредственно к компьютеру, где я могу мониторить изображение, которое идет в OBS с данного видеомикшера. Что еще? Да, в принципе, вот, наверное, и все. Могу сказать, что настройки стоят трансляции 60 кадров в секунду, Full HD. По причине того, что у нас YouTube почему-то в последнее время все, с какими бы настройками я не транслировал, YouTube все время выдает настройки 60 кадров в секунду. Не знаю, насколько хорошо это будет видно. Вот она надпись Full HD 60 кадров в секунду. Это уже второй тестовый стрим. Я пытался до этого сделать еще один с настройками 50 кадров в секунду. Но вот по причине такого необъяснимого в последнее время поведения YouTube, который почему-то автоматически транслирует либо 30 кадров в секунду, либо 60, по-моему, даже 60. Потому что первый стрим у меня был 25, и он все равно показал 60. Ладно, не суть важно. Суть заключается в том, что в последнее время YouTube почему-то показывает все время 60 кадров в секунду. И я не знаю, то ли он действительно транслирует 60 кадров в секунду, то ли он транслирует как положено, а это просто глюк отображения. Поэтому на всякий случай, дабы не было лишних там каких-то стробов или еще чего-то, связанных из-за вот такого конфликта частоты кадров, я выставил сразу 60 кадров в секунду на камерах, дабы не портить впечатление от микшера. Собственно говоря, вот, наверное, на этом и все. Больше мне, наверное, для теста вам нечего продемонстрировать. Вы все могли уже сами увидеть. Поэтому давайте возвращаться к обзору. Я сейчас оставлю в конце ссылочку на обзор, чтобы вы могли вернуться и продолжить просмотр. Ну и, собственно говоря, в описании тоже вы найдете ссылочку, которая вас вернет на обзор. Еще раз, для тех, кто пришел сюда из поисковиков, не через обзор, рекомендую ознакомиться с видео, посвященным непосредственно данному видеомикшеру, где я рассказываю о том, что это за устройство, как оно работает, его преимущества, его недостатки. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего. Пока.